Итак, снова видосик из рубрики «Как сделать подставочки». Поговорили с вами уже про снег, проговорили с вами про песок, по-моему, тоже есть видео. Настало время поговорить о модельной траве. Как сделать эффект травы, эффект, быть может, какой-то поляны, какой-то леса, в общем, растительности на подставке. Есть всего несколько вариантов. Первое, это, я знаю, можно использовать какой-то, делать самому флок, можно купить флок, и либо можно купить лист с модельными кустиками, что самое оптимальное, как по мне. На самом деле здесь много чего зависит от площади, то есть если у вас диорама, вам проще купить флокатор и делать это все с помощью этих инструментов. Либо еще как-то изворачиваться, какие-то ворсинки, или там кто чего только не делает. Что-то нарезают какие-то губки, нарезают какие-то щетинки, красят их в зеленый цвет, там чуть ли не с зубной щетки отстригают их и не красят в зеленый цвет и не приклеивают. Не, ну это уже сильно запарно. Поэтому рассмотрим самые такие лучшие, как по мне, варианты. Это либо флок, либо такие модельные кустики. Первое, флок. Если у вас какая-то маленькая миниатюрка, быть может какая-то, да, ну, любая миниатюра, не обязательно использовать флокатор. На самом деле, открою вам большой секрет. Свою первую миниатюру, когда мне нужны были эффект травы, можете найти мне в инстаграме фотографию, там получилось не очень опрятно, я, может, прикреплю где-то здесь. Получилось не очень опрятно, но я сделал это с помощью флока и без флокатора. То есть я просто намазал подставку клеем, насыпал флок, который был куплен на Алиэкспресс, я его взял в долг у своего знакомого. Прям на игротеке это все сделал в клубе. Насыпал флок и каким-то образом я без флокатора спокойно поставил его. Честно, я это делал год назад, я не особо помню, как я это сделал, но я точно помню, что я вот так вот и стучал. То есть я положил миниатюру в такое положение и стучал вот так вот, пока все, так скажем, травинки наши будущие не выпрямятся в нужную сторону, и чтобы они все не смотрели точно вверх. У меня это получилось сделать без флокатора. На самом деле можете купить флок на Алиэкспресс, он стоит там вроде не так дорого, и попробовать, как он ляжет. Если будут какие-то проблемы, я знаю, флокатор можно сделать вручную. Об этом есть видео на YouTube, я, наверное, такое снимать не буду, потому что, ну, немного не мое, да и как-то флокатор мне пока нет необходимости мне в нем. И флок я особо не использую, потому что пока есть вот лист с модельными кустиками. Этот вариант мне нравится больше, чем флок. Как-то он поудобнее, потому что здесь они сразу стоят красивенько, здесь они сразу все красивые, все стоят ровненько, без запары. Ну и мне не везде нужны прям поляны. А пару кустиков, они гармонично впишутся, в принципе, почти в любую базу. Будь то у вас там полупесчаная, потому что здесь они такие есть маленькие. Кстати, есть разного цвета, есть более такие под песок, есть более зеленые. У меня такие, видите, зеленые с коричневой подложкой такой у корней, и это здорово выглядит и гармонично, вот действительно на любой базе, будь то э, какие-то развалины, это можно какой-то использовать даже как некий мох, и даже можно подстричь еще больше, и будет прям совсем мох. И это супер, это универсальность, это бомба. И купить их мне было как-то, не знаю, проще, чем флок. Я пришел в магазин модельный, и там они сразу продавались. Это, если что, опять напишут, что реклама, это от Games Workshop кустики. Да, оверпрайс, можно найти дешевле, можно найти лучше. На этом же самом Алиэкспресс, короче, можно найти хорошие аналоги. Я не призываю вас покупать именно Games Workshop, но... Первый, кстати, плюс у них из-под этой вот штучки очень удобная коробочка. Я ее использую как палитру. Она у меня, к сожалению, сейчас не на руках, но ее можно использовать как подставку под палитру. Это очень удобно. Ну, а в целом эти кустики, они ничем не отличаются от любых других, только стоят они в несколько раз дороже. Поэтому можете покупать любых брендов и пробовать. Опять же, Алиэкспресс, любые какие-то сайты по моделизму, там вы найдете кустики и купите их без особого труда.
И если вы думали, там, брать, не брать, стоит, не стоит, ну, они достаточно гармонично вписываются в любую базу, да, повторяюсь. Но да, они хорошие, универсальные и стоят того. И если вы хотите, у вас там какая-то цель, то есть заполнить всю базу, их можно, в принципе, прям рядом приклеивать, и у вас будет та же самая поляна красивая, но без возни с флоком и со всеми вот этими вот атрибутами. Но опять же, с флоком у меня опыта было немного, и этих кустиков у меня на тот момент не было, поэтому я использовал флок, который мне просто дали, вот попробую приклеить. Я как-то мне как-то получилось его поставить так, как будто я его делал с помощью флокатора ставил. В общем, очень как-то интересно получилось, но в любом случае, техника такая, по нанесению флока, кому надо, повторяю. Берете базу, наносите на нее клей ПВА, засыпаете на нее флок, по-моему, даже не важно как. И поворачиваете миниатюру вот так, и бьете вот так вот пальцем, пока все, так скажем, да, ворсинки, травинки не поставятся ровно ну, чтобы они смотрели вверх. Все. Вам не нужен флокатор для таких целей, я думаю. Для диорам, конечно, оно нужен. Там большие площади, большие поляны, которые надо покрыть. Если вы делаете диорамы или какой-то стендовый моделизм, да, флокатор вам и флок однозначно лучше. Вам не нужна вот эта вот штука. Но если вы просто красите миниатюры, ваху, какие-то настолочки, там, да и любые, то, конечно, вам лучше использовать такие маленькие кустики. Они, может, как-то продаются даже в более меньших или в более больших форматах на этих листах любых размеров, любых цветов, поэтому я считаю, это незаменимая вещь, и, в принципе, альтернативы нет. Альтернатива там что? Нарезать губку, нарезать щетку, но это, как по мне, просто смешно. Первое, это не выглядит натурально. Ну, флок, на самом деле, у меня на той моей миниатюре, что я показывал, тоже получился, ну, не самый натуральный. Такой больше фэнтези, скорее. Вот. Это выглядит очень натурально, поэтому имейте в виду, да. Поэтому делайте как-то по-своему вот это париться, я даже не знаю, по мне так проще купить. Стоит он не так дорого, особенно если вы купите не брендовый, а любой другой, там, ноунейм, на пробу. Если будет плохой, ну, поэкспериментируйте с брендами. Может, кто-то из русских делает что-то такое, чтобы получалось недорого и качественно, ну и красиво. И хорошо приклеивалось на подставке. В общем, ищите самый альтернативный вариант. Трава очень универсальная, как ее показывать я даже не буду, потому что это и так понятно. Вы просто отцепляете здесь и приклеиваете на клей на подставку на своей миниатюре. Все. Она хорошо впишется в любую подставку, поэтому если вы купите себе вот такой листочек или какую-то формочку, где будут кустики уже готовые, либо флок, кому что, то вы точно не прогадаете. Мало того, что вы оформите свою базу, у вас еще их останется много на оформление других баз и на дополнение вообще просто любых подставок, потому что они уместно смотрятся почти на любой подставке. Ну и вот показываю вблизи, как они выглядят. То есть это такие маленькие кустики, которых здесь много-много-много. Всевозможных размеров. Вот здесь идет от самых маленьких до достаточно крупных. Такой вот лист продает ЭГВ вот размера с ладонь буквально, но их хватит на долго, потому что их здесь достаточно много. Я, честно, сам первое время не знал, где их купить, пока не увидел сам в модельном магазине. Но поищите, они есть в интернете, есть на всяких модельных сайтах, есть, думаю, даже на маркетплейсах можно что-то найти, на Алиэкспрессе, этом же самом. Поэтому поищите, вы точно найдете что-то такое. Но вот этот вариант, на мой взглядик, самый лучший, потому что легкий, простой и стоит недорого, и это точно стоит своих денег, и вы окупите это своим удобством, комфортом, и с кайфом будете делать травяные поставочки, и все у вас будет замечательно.